Всем привет! Вы на канале Вуаля Ас, и с вами я, Ирада. Сегодня я приготовлю горячий завтрак кюкю. В какой-то степени кюкю – это омлет с зеленью. А для того, чтобы кюкю получилось воздушным, все ингредиенты надо хорошенечко взбивать. Вот отсюда и название блюда. В переводе с талышского кюкю означает «сбивать и сбивать», «бить и бить». Да, любимец многих азербайджанских семей и весьма популярный горячий завтрак в постсоветских странах кюкю свои истоки берет из талышской зоны Азербайджана. Что ж, я перехожу к процессу приготовления кюкю. Всем приятного просмотра! И не забудьте подписаться на мой канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые вкусные и практичные видеорецепты от Вуаля Ас. Для приготовления кюкю мне понадобятся следующие ингредиенты: яйца, зелень, топленое масло, катык, соль и перец. Вот и все. Основу зелени составляет кявяр. Это чесночный лук. Если в вашем регионе нет кявяра, то его можно заменить на китайский лук-порей. Кроме этого, из зелени мне понадобится молодой зеленый лук, кинза и укроп. Итак, в глубокую миску взбиваю яйца. Туда же отправляю пару столовой ложки катыка, соль и перец по вкусу. Все хорошенько взбиваю. Взбивать можно вилкой или веничком. Нарезаю зелень примерно по 1 сантиметру. Нарезанную зелень отправляю в яичную смесь и все хорошенько взбиваю. Но советую зелень слишком мелко не нарезать. Если нарезать зелень слишком мелко, то это уже получится какая-то кашица. Зелень помнется и слишком много сока выделится, из-за чего придется добавлять в кюкю побольше муки или крахмала. К слову сказать, в классическом рецепте кюкю в него добавляется мука и крахмал. Но мы со всей моей семьей предпочитаем кюкю без муки и без крахмала, так как благодаря муке и крахмалу кюкю получается более плотной и высокой. Но для того, чтобы кюкю хорошенько пропеклось, такую высокую смесь надо долго жарить с 2 сторон, а мы не сторонник этого. Мы любим, когда зелень едва жареная, практически полусырая. Подчеркну еще один момент: если зеленый лук не совсем молодой, скажем так, большой, то желательно в кюкю положить только зеленую часть лука, а белую оставить, например, для чобан-салат. Ну, как вариант. Если вы работающая и занятая женщина, но при этом вам очень хочется баловать свою семью горячим завтраком не только по выходным, но и по будням, то вы можете с вечера приготовить яично-зеленую смесь, а на утро останется всего лишь отправить яичную смесь с зеленью в горячую сковороду. В горячую сковородку кладу топленое масло. Как только масло растает, отправляю в сковороду яичную смесь с зеленью и закрываю крышкой. Для того, чтобы кюкю поджарилась с одной стороны, достаточно каких-то 3, максимум 5 минут на среднем огне. Вот как
Как только яйцо чуть-чуть схватит с одной стороны, переворачиваю кюкю на другую сторону и выключаю плиту. Но кюкю пока полусырое, что делает это нежное блюдо еще более уязвимым. Поэтому я разрезаю кюкю на 4 части, чтобы его можно было легко переворачивать и чтобы оно при этом не ломалось. Затем убираю сковороду из плиты. Я не оставляю сковороду на плите, так как сковорода достаточно горячий, а из-за того, что дно у него достаточно толстое, сковорода остывает медленно. Температуры сковородки достаточно для того, чтобы кюкю хорошенько прожарилась. Жду несколько минут, чтобы кюкю прожарилась с другой стороны тоже и чуть-чуть отдохнула. Все. Вуаля, как говорится, кюкю готово. И я подаю кюкю на стол. Мы с мужем любим кюкю с катыком, а дочка любит кюкю со сметанкой. Так или иначе, кюкю получилось на славу. И завтрак с кюкю придаст каждому из нас отличный заряд бодрости на целый день. Друзья, настоятельно рекомендую вам приготовить для себя и для своих близких этот необычайно вкусный, душистый, сытный и очень полезный завтрак. Попробовав кюкю однажды, вы станете его верным поклонником. Кюкю не просто вкуснятина, это букет витаминов, макро- и микроэлементов. Кюкю также прекрасно подойдет как легкий летний обед. Его можно подавать в одиночку с катыком и в виде гарнира к макаронам, вермишели, гречке, ну и так далее. Друзья, я была рада поделиться своим рецептом приготовления кюкю. А как вы готовите кюкю и какие еще рецепты горячего завтрака интересны для вас, пишите в комментариях. Я всегда открыта к общению. Очень надеюсь, что мое видео понравилось вам. Не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Или просто заходите в гости. Буду рада встрече с каждым из вас. Пока-пока и до новых встреч!